В этом видео мы сделаем несколько интересных светильников при помощи эпоксидной смолы. В итоге такая технология открывает огромное поле для деятельности и пригодится многим. Приятного просмотра. Любой проект с деревом начинается с выбора материала. В общем, перелопатили мы весь склад и поняли, что ничего лучше, чем вот эти сухие доски граба, нам не подойдет. Поэтому тут же распускаем их по черновому на примерно нужные размеры. Забегая вперед, скажу, что в целом граб отлично подходит для того, чтобы гнуть его без предварительной пропарки, чем мы и займемся, но немного позже. Но пока слегка равняем заготовки, так как их хорошенько покрутило в процессе сушки, после чего торцуем их в нужный размер. Ну, не совсем в нужный, так как длины нам не хватает, поэтому позже мы будем их сращивать. Итак, с черновыми заготовками закончили и переходим к более точной и чистовой подготовке. Настраиваю рейсмус и начинаю прогонять бруски, для того, чтобы получить равномерную толщину заготовки. В итоге бруски все равно останутся изогнуты, но это не страшно, так как нам все равно придется их гнуть. Главная задача на данный момент — это получить одну ровную, не изогнутую плоскость, и вследствие, отталкиваясь от нее, получить угол 90 градусов. А вот, кстати, наглядно виден принцип работы рейсмуса. В итоге у нас есть откалиброванный брус по толщине. Теперь осталось всего-то навсего добиться угла в 90 градусов. И тут в дело вступает фуговальный станок. Уже ровной плоскостью я прижимаю заготовку к боковому упору и протягиваю ее по всей длине. И так много-много раз до тех пор, пока не получим заветный угол в 90 градусов. Но когда у нас появилась еще одна правильная сторона, снова прогоняем заготовки через рейсмус. И отталкиваясь от этой поверхности, рейсмус калибрует ответную противоположную сторону. В итоге мы имеем вот такие ровно кривые бруски, как и задумывалось. Теперь наши криворовные бруски Андрей распиливает на ленточной пиле. Поскольку они изогнуты в одной из плоскостей, тут очень важно прижимать заготовку максимально близко в месте распила. Тогда получится выдержать одинаковую толщину по всему периметру. В итоге я хочу сделать два светильника, и один из них должен быть шире другого в 2 раза. Поэтому мы и заготавливаем ламели двух размеров, широкие и узкие. В дальнейшем эти ламели, из которых, собственно, и будут сделаны светильники, я планирую затонировать в более темный цвет. Тут, конечно, возникает вопрос, почему же сразу не использовать более темное дерево? Все просто, у меня нету в доступе такого материала, поэтому я и обхожусь тем, что есть. И этому навыку я научился благодаря игре State of Survival, так как в этой стратегической мобильной игре вы можете приобрести навыки по выживанию в условиях всемирного апокалипсиса. Например, как построение своего поселения, строительство базы, сбор материалов, охота, кормление и так далее. И как раз таки тут тебе придется принимать решения в условиях ограниченных ресурсов, при этом находясь в чрезвычайных условиях, что и поможет тебе увеличить твои способности к выживанию. Играй в любое время и в любом месте. К тому же абсолютно бесплатно. Да и как не играть в нее? Ведь тут вы найдете увлекательные сценарии развития, которые зависят только от вас. Выбирай различные стратегии и тактики игры и найди тот сценарий, который позволит тебе увеличить свое поселение, найти скрытые секреты и разгадать тайны увлекательного приключения на выживание. Кстати, игра имеет элементы Tower Defense. В исследовательской тропе вы встретите огромные потоки зомби, с которыми надо будет сразиться в жестоком бою. Также в игре есть большое количество скрытых закулисных секретов. Если тебе нравится решать головоломки, то эта игра то, что надо. Читай каждую очень внимательно и ищи подсказки, и ты сможешь разблокировать множество спрятанных сценариев и решить увлекательные пазлы. Качай State of Survival прямо сейчас через мою ссылку и получи бонус. Используй мой код, чтобы получить стартер-пакет с 2000 биокапсул и одним редким героем Расти. Этот пакет поможет тебе построить поселение быстрее и даст тебе хорошее количество ресурсов для начала игры. Этот бонус действителен для новых игроков, и его количество ограничено. Так что приди первым и получи свой стартер-пак. Удачи, а мы продолжаем. После ленточки мы посмотрели на эту пачку ламелей и поняли, что явно перестарались. В общем, теперь у нас есть хороший запас ламелей из граба. Понятное дело, что ленточная пила оставляет после себя след, который не особо вписывается в наше дизайнерское решение. Поэтому финальной обработкой займется этот калибровально-шлифовальный станок. Очень удобная штука, здорово экономит время. Но, как вы помните, длины ламелей нам не хватает, поэтому надо их нарастить. Для этого была сделана элементарная приспособа. В итоге рубанок снимает материал под небольшим углом, так как его задняя часть находится немного выше. Поскольку в итоге я хочу видеть светильники идеально круглой формы, я вырезаю кольца, о которые и будут опираться ламели. Соответственно, идеально круглое кольцо позволит придать такую же форму ламели.
ЛДСП я пристреливаю фанерные заготовки. В итоге это будет и упор, и опалубка, и ограничитель. Ну и наконец пускаем в дело ламели, которые так долго делались. Кладем их на свое место, понимаем, что все правильно напилили и запилили, и теперь уже можно смело склеивать. Второй светильник немного сложнее в изготовлении, поэтому кладем шаблон и применяем немножко магии. Удаляем ненужные элементы и получаем вот такой шаблон, который точно так же закидываем ламели. Проверяем правильность заготовок и смело склеиваем все кольца. В процессе понял, что использовать фанеру в качестве прокладки-прижималки такой себе вариант, так как фанера намертво приклеится к кольцу, а это опять же не вписывается в наше дизайнерское решение. Поэтому я оперативно заменил их на обрезки из оргстекла. Как вы видите, это сработало, и спустя сутки оргстекло отходит отлично. Ну а теперь переходим к самому интересному. Из этих колец должен получиться светильник. Конечно же, при помощи эпоксидки. Куда же мы без нее? Проклеиваю фанерную опалубку скотчем, для того, чтобы в дальнейшем было легче извлечь заготовку. А внешний бортик проклеиваем вот таким тонким пластиком. Основу, как обычно, обрабатываем разделительным составом – воск в спрее. Затем раскладываем кольца на свои места. Но для того, чтобы они плотно прилегали к основанию, прижимаем их и прихватываем термоклеем по всему периметру. Я решил немного схитрить и взял очень густую смолу. Она в основном используется в технике Resin Art. Это рисование эпоксидкой. Ну или в технике, когда лень делать герметичную опалубку. Так вот, она очень густая, и плотно прижатой фанеры вполне достаточно для герметичного соединения. Ссылки на все используемые материалы, как всегда, есть в описании ролика. А также там вы найдете промокоды со скидками и другие приятные бонусы. Пользуйтесь на здоровье. В итоге на один светильник ушло около 3 кг состава, который я подкрасил белым красителем для того, чтобы в дальнейшем рассеять свет. После того, как смола равномерно самораспределилась и пузырьки поднялись на поверхность, прохожусь по верху строительным феном. Когда первый слой схватился, лью второй. Теперь уже можно использовать более жидкую текучую смолу, так как все стыки опалубки изолированы предыдущим более густым слоем. А пока смола сохнет, мы занимаемся изготовлением вот такой деревянной площадки. В нее в итоге спрячется блок питания и другие коммуникации, а также за нее мы подвесим сам светильник. При помощи программы объясняем ЧПУ, как надо работать. В итоге ЧПУ нас прекрасно понял и делает свою работу. Я специально выбрал такую заготовку с проточинами, так как один из светильников будет отдекорирован мхом, и мне показалось, что это будет тематично. И спустя несколько часов мы имеем вот такие круглые основания. Для более аккуратного вида слегка скругляем по кругу. А тем временем смола высохла, и я убираю опалубку. Как вы видите, скотч и разделительный состав работают просто отлично, а дерево, в свою очередь, ничем не обработано и не защищено, поэтому смола немного впитывается в него и держится очень крепко. Теперь нам осталось только слегка отшлифовать заготовки и убрать следы от клея и смолы. В общем, получить равномерно красивое дерево. Следующим этапом в одном из светильников мы делаем вот такую выборку. Туда в итоге и поместится светодиодная лента. Один светильник было решено оставить в белом цвете, поэтому мы просто пропитываем его белым тонированным маслом. А второй светильник мы красим в мой любимый темный цвет. Теперь предстоит отдекорировать внутреннюю часть мхом. Для этого кладем фанеру, приклеиваем ее и уже в нужном уровне раскладываем мох. Опять же на клей. Самый главный элемент светильника – это свет. Раскладываем ленту на свое место и закрываем вот таким рассеивателем.
Крепление предельно простое. Такие вот крючки с резьбой, которые я смазываю клеем и вкручиваю. К ним приходит тросик, и в итоге можно подвесить и отрегулировать светильник на любой высоте, а уже после этого оценить результат. Обязательно пишите, какой из вариантов вам больше понравился. И вообще, уместно ли смотрится мох в светильнике? Большое спасибо за ваши комменты, лайки, колокольчики. Это очень здорово продвигает канал, и мы отлично развиваемся. И, соответственно, можем радовать вас регулярными интересными выпусками. Спасибо и добра, топора!